Всем привет! Меня зовут Галина, и я преподаватель флористики. И в сегодняшнем видео я бы хотела затронуть такую тему, как флористика из свежесрезанных цветов в кондитерских изделиях. Год назад на своем сайте я выпустила статью по этой теме, и она пользуется очень большой популярностью. Поэтому я решила записать видео, чтобы еще больше раскрыть эту тему. Вообще я с осторожностью отношусь к флористике в кондитерских изделиях. Конечно же, я имею в виду свежесрезанные цветы. Очень многие флористы и кондитеры даже не подозревают о том, что они наносят большой вред здоровью своим клиентам, когда добавляют такое украшение в торт, как свежесрезанные цветы. Сейчас я вам расскажу поподробнее. Не все виды цветов подходят для украшения тортов. Вы должны понимать, откуда приехал ваш цветок, прежде чем поставите его на торт. Все цветы на оптовых базах привозные из других стран, и выращиваются они с помощью пестицидов, инсектицидов и других химических соединений, которые уже по своим названиям никак не полезны для человеческого организма. И вы даже не подозреваете, какие химикаты содержатся на одной маленькой красивой розочке, которую вы собирались вставить в торт. И никогда не узнаете, производитель эти сведения не выдает, потому что это секрет урожая. Запомните одно: покупать цветы для украшения кондитерских изделий на оптовых базах, в магазинах, салонах и так далее очень опасно. Вам нужно исследовать близкие к вам фермерские хозяйства, сады и огороды, чтобы у вас была возможность поговорить с хозяином и выяснить, какие удобрения он использует для выращивания своей красоты. Но даже цветы, выращенные в таких местах, не могут быть абсолютно безопасны. Нужно знать ядовитые цветы, сок которых может попасть на крем, а оттуда в ваш организм. А также не забываем, что даже разрешенные для использования в украшении цветы нужно правильно обработать. И если вы используете неправильную технологию обработки, то эти цветы также могут быть опасны для человека. Также мы выбираем не просто цветы как украшения. Мы должны понимать, что главное у нас это торт, а цветы являются всего лишь навсего красивым дополнением. То есть цветы должны подходить по стилю к нашему торту. Самое распространенное и самое подходящее практически подо все события – это пастельные цвета, светлые оттенки, либо вот такие контрастные сочетания. А некоторые цветы настолько съедобны, что их можно не убирать перед подачей торта порциями. То есть они будут являться украшением десерта, и их можно будет съесть. Лук, чеснок. Цветки всех представителей семейства луковые, к ним относятся лук-порей, шнит-лук, чеснок, лук ветвистый, съедобный и ароматный. Вкус соцветий, конечно же, луковый и чесночный, поэтому использовать эти цветы в украшении сладостей нужно аккуратно. Но кому понравится торт с луком? Руккола. Цветки у рукколы маленькие, бывают белые или желтые с темными серединками. На вкус как листья, только немного ароматнее. Василек. В пищу употреблять лучше только лепестки, они имеют слегка травянистый вкус. Базилик. Оттенки цветков варьируются от розового к лавандовому, а вкус у них чуть более мягкий, чем у листьев. Монарда. Нежный цветок с тонким запахом. Красные лепестки обладают мятным ароматом. Огуречная трава. Эти милые голубые цветы действительно по вкусу напоминают огурец. Календула. Имеет яркий и терпкий вкус.
и может заглушить вкус нежной сладости. Добавляем осторожно. Гвоздика турецкая. Эти цветы выглядят как маленькие бабочки. Лепестки сладкие и ароматные, по вкусу напоминают запах цветов. Ромашка аптечная. Маленькие цветочки отличаются сладким вкусом и обычно используются в чаях. Цикорий. Лепестки и бутоны цикория имеют мягкий и горьковатый землистый привкус. Хризантема. В пищу употребляют только лепестки. По вкусу они слегка горчат, а разнообразие оттенков цветков чрезвычайно широко. Клевер. Цветки сладкие с едва уловимым оттенком солодки. Одуванчик. Сладкие, слегка медовые на вкус цветки добавляют в салаты и используют как основной ингредиент варенья. Укроп. Зонтики укропа по вкусу аналогичны листьям. Маргаритка многолетняя. Она очень горькая, но смотрится в кондитерских произведениях искусства превосходно. Фуксия. Островатые на вкус цветки служат великолепным украшением блюда. Гибискус. Из этого цветка делают всем известный чай каркаде. Цветки обладают ярким и терпким брусничным вкусом, а для заваривания достаточно взять небольшое количество. Мальва. Слабый овощной вкус цветов делает их уместным дополнением к любому гарниру. Жасмин. Выраженный аромат жасминовых цветов знаком многим любителям чая. Использовать их в небольших количествах можно и в сладких блюдах. Сирень. Запах сирени может показаться довольно резким, но преобладающая в нем цитрусовая нота делает его довольно изысканным. Роза-шиповник. Удалите горькую белую часть лепестков и получите насыщенный ароматный ингредиент для напитков, украшения десертов и приготовления джемов. Цветы всех представителей рода шиповник съедобны, а интенсивность их вкуса варьируется в зависимости от вида. Ядовитые цветы мы в торт не вставляем. Список ядовитых цветов можно прочитать в статье у меня на сайте, ссылка будет ниже. Итак, перед вами теперь есть список цветов, которые вы можете использовать в кондитерских изделиях. Использовать их можно смело и не бояться, что они нанесут вред. Но перед тем, как использовать цветок, его нужно правильно подготовить. Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Первый шаг: вы должны напитать цветочек водой. Цветок должен постоять в воде час-два, иногда 4-5 часов, перед тем, как мы начнем с ним работать. Это делается для того, чтобы цветок принял свою самую красивую стадию распуска, чтобы из бутончика он превратился в красивый распустившийся цветок и показал всю свою красоту. Второй шаг: мы обрабатываем наши стебли, наш срез и все эти части цветочка, которые могут касаться впоследствии крема на торте, спиртом. Это делается для обезвреживания нашего цветка от микроорганизмов, которые могут на нем обитать. Третий шаг: мы должны закрыть срез растения тейп-лентой. Это делается для того, чтобы наш цветок сразу не увял, а какое-то время находился в состоянии шока от того, что он не получает воду и не получает кислород. И то есть на 4-6 часов в тейпированном состоянии наш цветок будет выглядеть как только что свежесрезанный из куста. Поскольку тейп-лента это не пищевой материал, мы обязаны закрыть ее пищевой пленкой. Этот пунктик уже выполняется в перчатках для того, чтобы не нарушать все требования и нормы Санпина. Ну и после того, как мы произвели этот шаг, цветочек полностью готов к погружению в торт. В конце все говорят: если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, конечно же, я не исключение. Мне будет очень приятно, если мое видео окажется для кого-то полезным. Это именно то, для чего я провела всю эту работу. А еще хочется поблагодарить всех тех, кто досмотрел видео до конца, поэтому вы получаете
купон на скидку на мои курсы целых 50%. Это просто супер предложение для всех тех, кто мечтал попробовать, но всегда стеснялся или откладывал на потом. Курсы флористики – это то, что может перевернуть вашу жизнь и поможет взглянуть на этот мир под другим углом. Ну и еще хочется добавить, если вы будете вставлять цветочки в торт по моему видеоуроку, обязательно отмечайте меня на фотографиях в Инстаграме, мой аккаунт, вот он. И я поделюсь вашими работами со всеми. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня. Пока-пока.